Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу одну из свежих новинок от бренда Start Scale Models в масштабе 1:43. И мы рассмотрим автопоезд, состоящий из евросидельного тягача КАМАЗ 54901 и трехосного полуприцепа NIFAS 93341. И этот набор появился в продаже 14 апреля 2021 года. Его рекомендованная розничная цена составила 6450 рублей. Довольно большая сумма, несмотря на это, модель раскупили еще на стадии предзаказа. Сейчас посмотрел, она редко встречается в онлайн-магазинах, и цена на нее чуть-чуть выше, чем первоначальная. Я изначально не планировал покупать эту сцепку в свою коллекцию, потому что, глядя на то, как Кострома выпускает свои модели, я более чем уверен, что впоследствии этот КАМАЗ выйдет также и в дилерской упаковке за меньшую цену, и, возможно, будет более интересная схема окраски. Но по многочисленным просьбам моих зрителей решил взять эту модель для обзора, и грузовик ко мне пришел с некоторыми поломками, уже пытался его подремонтировать. Здесь были отломаны боковые обтекатели на сидельном тягаче и также габаритный огонь на полуприцепе. И здесь модель я показываю без упаковки, потому что коробка тоже повредилась при транспортировке, она разошлась по швам. И я уже говорил насчет упаковки, у ССМ она абсолютно не продумана, очень тонкий картон, который рвется от малейшего прикосновения. И я думаю, что для этой сцепки я приобрету отдельно прозрачный бокс. У ССМ как раз есть длинные коробочки, и их продают за 900 или 1000 рублей. И здесь как раз на масштабной копии есть крепежные точки. Нужно будет только подобрать подходящие по длине винтики. И здесь грузовик окрашен в классический белый цвет. Конечно, можно подобрать декали, но полуприцеп в такой схеме окраски я считаю универсальным, и он отлично сочетается с различными окрасками самого сидельного тягача. А, например, если полуприцеп был бы или ярко-желтый, или красный, или синий, он подходил бы не ко всем сидельным тягачам. И давайте начнем с обзора самого грузовика, потом перейдем к полуприцепу, и также я вам приготовил модель полуприцепа и тягача от Элигор для сравнения, и покажу вам еще один современный сидельный тягач, только марки МАЗ от Автоистории. Мы можем его прикинуть с полуприцепом, как он будет смотреться, и вы тогда для себя можете решить, стоит ли покупать набор или отдельно взять сидельный тягач от ССМ или отдельно полуприцеп. И я более чем уверен, что полуприцеп еще не раз появится в различных наборах. И здесь грузовик довольно легкий, несмотря на то, что у него металлическая кабина и металлическая рама. Очень много навесных пластиковых деталей, по тону они особо не отличаются от металлических, окрашенных в тот же цвет. Но если вы посмотрите на кабину грузовика, здесь очень много упрощений. Например, дверные ручки, габаритные огни выделены просто краской. Также здесь на боковинах сделали светоотражающие полоски, но они мало походят на настоящий элемент, и такое ощущение, как будто это просто полосочки из желтой краски. И если вы посмотрите на переднюю часть, то здесь добавили небольшую пластиковую антенку, также солнцезащитный козырек над лобовым стеклом. Вполне хорошо смотрятся стеклоочистители, это детали из фототравления, но вот пассажирский дворник выходит за габариты лобового стекла. Также здесь присутствуют две рукоятки, шильдик КАМАЗ, нанесенный там по печатью, и решетка радиатора здесь сделана довольно просто, несмотря на то, что у нее сквозные отверстия, она очень портит вид грузовика из-за того, что окрашена не очень аккуратно. И также здесь довольно неаккуратно получился шильдик КАМАЗ, и эту деталь можно было сделать в виде декаля. Также присутствуют пластиковые обтекатели, светотехнику можно было сделать и более изящно, и также здесь присутствуют две подножки на переднем бампере, но отверстия просто обозначили черной краской. И у меня на переднем бампере есть небольшие царапины, то ли это был удар при транспортировке, то ли такое качество покраски грузовика.
грузового автомобиля. Довольно хорошо получилось сделать колесные диски, их покрасили в серебристый цвет, колпачки выделили черной краской, вполне хорошие покрышки с боковой маркировкой, но, скорее всего, я резину впоследствии заменю на аналог от Maestro Models. Задние колесные диски здесь тоже вполне симпатичные, также присутствуют пластиковые крылья на заднем мосту, и у этого грузовика откидывается кабина и вполне хорошо проработан моторный отсек. И также нижняя часть кабины окрашена черной глянцевой краской. И здесь не хватает перекидок, их можно сделать самостоятельно, например, из небольшой проволочки. Также здесь вполне нормально смотрятся задние фонари, но вид портят места отлитников, черные точки. И по-хорошему нужно срезать светотехнику и сделать подложку из фольги. Также здесь на задней части установили два башмачка. И также есть небольшой ресивер. И вот так выглядит нижняя часть. Окрашены топливные баки, глушитель, коробка передач и присутствует кардан. И давайте теперь посмотрим на полуприцеп. И полуприцеп здесь довольно массивный, потому что нижняя его часть сделана из металла, тент пластиковый, также черной краской обозначили ремешки, и также здесь есть вот такая оранжевая полоска, которая должна имитировать светоотражающий элемент. Габаритные огни здесь просто обозначили краской, вполне хорошие колесные диски, и на этом полуприцепе точно такие же покрышки, как на предыдущем полуприцепе МАЗ, который я вам показывал тоже давно на своем канале. Здесь также из пластика сделали кронштейн для запасного колеса, выдвижные опоры, также противоподкатные брусья. И сзади мы видим, сделали прозрачные фонари и небольшие габаритные усики. И у меня вот эта деталь была сломана, я ее потом впоследствии подклеил. И также здесь есть еще один элемент красного цвета, который имитирует светоотражающие полоски. И давайте для сравнения вам покажу, как выглядит похожий полуприцеп европейского типа от бренда Eligor. И как вы видите, у меня модель тоже в белом цвете, и здесь чуть проще сделаны замочки, но они тоже другой формы. Но мне больше понравилось, как у Eligor сделаны выдвижные опоры. На них установили противоподкатные башмаки, и качество пластика на модели от Eligor в разы лучше. Он не такой мягкий, как на модели Start Scale Models, и когда вы берете продукцию Eligor в руки, то у вас нету страха, что модель сломается. А, например, когда я беру аналог от SSM, такое чувство, что сейчас что-то попросту отвалится. И у Eligor более тяжелый полуприцеп, потому что здесь еще металлическая тележка, а у модели от SSM она сделана из пластика. И покажу вам, как выглядит сидельный тягач DAF от Eligor. Тоже в белом цвете, и несмотря на то, что у этих моделей одинаковые упрощения, продукция Eligor здесь выигрывает из-за того, что здесь лучше сделаны декоративные шильдики, также лучше окрашен салон, добавили еще некоторые элементы, это и маячки, также клаксоны, и здесь лучше получилось сделать светотехнику. А колесные диски мне больше понравилось, как сделали на модели КамАЗа. И, естественно, у Eligor добавили перекидки, которые отсутствуют на модели КамАЗа. И если говорить в заключение, то у SSM хорошая задумка, но качество исполнения оставляет желать лучшего. И, конечно, нужно брать лучшее сырье для изготовления масштабных копий, потому что я зачастую наблюдаю, что здесь по прошествии времени могут появляться и вздутия на лакокрасочном покрытии, и также покрышки выделяют пластификатор, и пластик разрушается, и, конечно, такого нету на зарубежных аналогах. И давайте в заключение я вам покажу, как данный полуприцеп будет смотреться с тягачом МАЗ-5440 от Автоистории. И тоже получается
вполне хорошая сцепка. И повторюсь еще раз, белый полуприцеп – это универсальный вариант, который будет смотреться отлично с любым цветом кабины сидельного тягача. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный набор, планируете ли вы покупать подобную сцепку в свою коллекцию, от какого бренда, возможно, вы также купили модель от SSM, возможно, заказали вариант в коробочке ПАО КамАЗ в зеленом цвете, а возможно, вы отдельно взяли темно-зеленый полуприцеп, который тоже появился в продаже буквально на прошлой неделе. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются интересные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!